Hello, everybody. Добрый день всем. Good afternoon, and it's a pleasure to be with you on this conference. Я рад быть с вами в этой конференции. I would like to basically cover Я бы хотел рассказать my time in TOC. Я бы хотел рассказать о моем времени в теории ограничений. 33 years with Dr. Эли Голдратта. 33 года с доктором Эли Голдраттом. And 10 years later after he's gone. И 10 лет после того, когда он умер. Actually, the histories that I have gone through covers nearly the whole history of the TOC. По сути дела, та история, которую я сейчас расскажу, моя история, она покрывает практически всю историю теории ограничений. As it started about 3 years before I joined. История теории ограничений началась за 3 года до того, как я присоединился. In 1975. В 1975 году, в 1975. But I think that I am sort of nearly the oldest serving TOC practitioner. Я думаю, что я, наверное, самый старый из TOC практиков, которые еще находятся в строю. I need to make some comment in order to sort out the historical point of view of what was said before. Я хочу сделать комментарий относительно того, что было с исторической точки зрения о том, что было сказано раньше. Unlike what was said during today, the flow came first and then production flow. На самом деле, это сейчас говорит о комментарии Богдана, о том, что сначала было производство, TOC для производства, либо ограничение производства, потом в потоке. Нет, сначала был поток, а потом было производство. Сначала было понимание потока, well, you mean the constraint in the flow and then constraint in production. Сначала было ограничение в потоке и затем ограничение в производстве. Эли Голдратта did his PhD on flow of fluids. Доктор Голдратт сделал свою докторскую диссертацию по теме потока жидкостей. In the Department of Physics in Bar Ilan University near to Tel Aviv, Israel. На факультете physics, right? Yes. На факультете физики в университете, the university was? Bar Ilan. Бар Илан, университет в Израиле. Okay. And it was about flow in fluids. И это было в области потока в жидкостей. And within that, he discovered the blockages and irregularities in the flow. И делая исследования, он обнаружил блокирующие факторы и нерегулярности в потоке. So he got his PhD from the physics department. Он получил докторское звание в области физики. And I can guarantee to you Я могу гарантировать, that these scientists were not interested in production. Я могу гарантировать вам, эти ученые не были заинтересованы в производстве. And hence, И поэтому yes, whoever said whatever said, I suggest to him to go and find the PhD work of Dr. Goldratta. Если кто-то думает иначе, имеет смысл найти докторскую диссертацию доктора Голдратта. So let's sort it out for the historical point С of точки view. зрения исторического развития. Okay. Итак, So actually, TOC in production started in 1975. Теория ограничений для производства началась в 1975. And I joined in 1978. Я присоединился в 1978.
I was the head of the data processing department in a large Israeli company. Я был главой отдела по обработке данных в крупной израильской компании. And I was in the process of building the integrated systems for production. И я находился в процессе создания интегрированных систем для производства. Under the heading of COPIX. И это было под заголовком, под зонтиком COPIX. Okay, and what you see in the slide is sort of the vision and the architecture. И то, что вы видите на этом слайде, это видение, это архитектура. Of full integrated system. Полностью интегрированная система. Developed by IBM. Разработанная IBM. Published in 1969. Опубликована в 1969. Before MRP was actually announced. Еще до того, когда было объявлено MRP. Okay. MRP. The interesting thing is that even though the concept was built, интересно то, что несмотря на то, что концепция была создана, there was no integrated software to handle it. Не было интегрированного программного обеспечения, чтобы эту концепцию использовать. And in the 70s, it was the early days of databases and data communication. И в 70-х это было начальные этапы базы данных и коммуникации между data communication, коммуникации данных. And there were especially two modules. И было два модуля. That I was interested. The first one которые меня интересовали. Is about master production scheduling planning. Первый модуль это master production schedule planning. Мастер-план производственного детального планирования. And the detailed planning. И детальное планирование. Okay, so what's the difference then between schedule planning and detailed planning? Спросила, вот это в чем разница между... It's a master schedule. It's like today knows and like rough cut capacity. Окей. Итак, это master schedule, это то, что известно сейчас как приблизительная прикидка мощностей, rough cut capacity. Okay. This is the terminology of the 1969. Это терминология 1969. I was in the process with my department of developing that. Я был в процессе разработки of developing those modules. Разработки этих модулей в моем отделе. And one of my colleagues in the department Один из моих коллег в отделе went on a conference, поехал на конференцию, came back, вернулся and said, I met a guy. И сказал, я познакомился с одним человеком. He has an outstanding approach and system. У него фантастический подход и система. You should see him. Ты должен с ним встретиться. So I went to see Goldratt. И я поехал встретиться с Голдратом. And he has the OPT. А у него был OPT, Optimized Production Technology. And immediately we just I'm sorry, what was it, OPT? OPT was a production scheduling for the shop floor. OPT, so it was a software. A software. OPT это было программное обеспечение для составления производственных планов. And it was based on Это программное было основано finite forward scheduling. На принципе планирования наперед с пониманием finite, Yes. того, что мощности закончены, имеют, то есть они не бесконечные мощности, а конечные мощности, извините. Because and this was a unique. Это было уникальное. In the sense that уникальный подход, unique approach, unique software. Это был уникальный подход. And the software. И программное обеспечение.
because first there were finite schedulers which were based on PERT. Sorry, so this was, or there No, were? before there, in the 50s. В 50-х были программы планирования конечных мощностей, они были основаны на диаграммах PERT. But they failed to give proper production plans. Но они не смогли дать хорошие производственные планы. Then came the ideas of moving from finite capacity to infinite capacity. Затем возникли идеи перехода от, so you mean moving from scheduling, planning, Yes. планирования конечных мощностей к планированию бесконечных мощностей. Using the concept of the MRP, material requirement planning. При использовании концепции MRP, material requirement planning, планирование потребностей в материалах. This is the small MRP. Yes. Это маленькая MRP. Пишется маленькими буквами, не заглавными MRP, а маленькими MRP. Потребности в материалах. Which were very good for the electronic business. Это было очень хорошо для бизнеса электроники. That their major problem was with ensuring all of the components. Их основная задача была обеспечить наличие всех компонентов. But it was not appropriate for those that had capacity constraints. Но это не подходило тем, у кого были ограничения мощности. And then came the OPT. И ОПТ and provided a very good, sophisticated solution. ОПТ был разработан, и ОПТ обеспечил очень хорошее, обширное решение. So we did a benchmark and implemented the OPT in 2 lines, product lines in my company. Мы сделали, so benchmark here would be like a pilot. It's comparing, yes. Мы сделали сверку, проверку, сравнение этого программного с другими возможными вариантами и установили это программное на 2 линиях. And with significant results in terms of reducing lead time and ensuring higher due date performance. И мы получили выдающиеся результаты по сокращению времени на производстве, и мы значительно улучшили выполняемость срока. Okay. Then I moved for 2 years to another company. На 2 года я перешел работать в другую компанию. And in 1982, И в 1982 I joined Goldratt. Я стал работать с Голдраттом. And You mean you joined Goldratt like the company? yes, Компанию Голдратта. into his company, and Я стал I работать в его компании. went for 4 years to the UK. И в течение 4 лет я работал в Великобритании. And helped to build the company in the UK. И помог создать компанию в Великобритании. And then for 2 years, I ran it as the managing director. И в течение 2 лет я был генеральным директором этой компании. So during this Управляющим директором. period, definitely have started before, В but течение этого периода, но это также началось ранее, there has been a continuous development and upgrade of the software. была постоянная разработка, проходила постоянная разработка и апгрейды программного обеспечения. As well as the understanding about what it needs and takes from production management. Также и понимание того, что необходимо и что это требует от управления производством. There was evolution of subsystems.
Были разработки подсистем, in order where OPT moved to deal only with the bottlenecks and the capacity constraints. ОПТ стал заниматься только бутылочными горлышками и ограничениями мощности. Another section dealt with the non-constraints Еще одна секция, another section of what? of the software. Одна секция программного обеспечения занималась не ограничениями. And a third И третье, module within that was called the probe, третий модуль назывался probe, which allowed to make inquiries into the database который позволял делать запросы в базу данных and ask questions of what if. и задавать вопросы, что если. And I must say that since then, until today, I don't know any equivalent software that can do what this package could do. И с того времени до сегодняшнего момента я не знаю ни одного программного обеспечения, которое могло бы делать то, что этот пакет модулей мог делать. The way of upgrading, you can see it very quickly on this sort of diagram. То, каким образом происходили апгрейды, можно upgrading of what? What I'm saying, of the software and of the concepts of the TOC. Апгрейд и программного обеспечения и концепции TOC можно увидеть на этой диаграмме. There is Alex, who is the plant manager or the Итак, head of the union. Алекс of the Рога, unit. это из цели, он является директором завода, то есть он руководитель одного из подразделений. Is asking Jonah Он спрашивает у Ионы, of what to do что ему делать with the issues and the problems that he has been с теми experiencing. проблемами, которые у него есть. Jonah, with the knowledge and the concepts Иона of the TOC, со своими знаниями и концепциями теории ограничений suggests to Alex what to do. предлагает ему, что он должен делать. Alex takes the actions Алекс предпринимает действия, because he has the authority. He is the head of the system. поскольку у него есть полномочия, он глава системы. If taking the actions, then comes the outcome and the reality. Он предпринимает действия, действительность дает ему результат. Alex watches what is happening, Алекс смотрит на то, какой результат он получил, что происходит, reporting back to Jonah. дает отчет, либо говорит об этом, рассказывает об этом Ионе. And this feedback is joining into the overall knowledge of the TOC. И вот эта обратная связь вливается в знания, существующие знания теории ограничений. Some of it is confirming the solution and the suggested actions. Часть этой обратной связи подтверждает решение, confirming solutions and The suggestions. If actions, then results. И предложение. Если такое-то действие будет принято, то будет такой-то результат. And whenever the results were not matching the expectations, и каждый раз, когда результат не совпадал с ожиданием, further analysis and development was put there in order to understand better. Дальнейший анализ и разработки вкладывались в этот кусочек, в эту область для того, чтобы понять. And incorporate it into the software and into the way of managing. And the results of that. И результаты этого анализа, этих разработок вкладывались назад в программное обеспечение. Still in these years in creative output, there have been a very important milestone. За эти годы Creative Output – это название компании, получается творческий результат. Well, if you think about creative output, I translated it to Russian. When it's word to word. But that's the name of the company. Да, это, как я сказала, это название компании. И в компании Creative Output за эти годы была достигнута еще одна очень важная веха. And this is sort of the recognition
of the red curve and the green curve. И это осознание красной кривой и зеленой кривой. When we did the analysis of the results of our customers, Когда мы делали результаты анализов наших клиентов, and by then there were already 100 or 200 all over the world. И к этому времени уже было около 200 клиентов по всему миру. Many of them could not sustain the results and continue growing. Многие из них не могли поддержать эти результаты и продолжение роста. You mean after you would leave the company? Okay, sorry. So when we checked, Когда мы проверили, we were expecting them to be on the red curve. Мы ожидали, когда мы проверяли, что происходило в компаниях клиентов, мы ожидали, что они будут на красной кривой. And we found that actually they were either stagnated on the green curve, Мы обнаружили, что они либо стагнировали на зеленой кривой, or deteriorated already back или даже уже съехали towards вниз where they started. к тому, с чего они начали. And when we put the question mark of why, И когда мы задали вопрос «почему?», then we found that this point with the question mark is the point that our teams left the premises of the client. И мы поняли, что вот эта вот точка, это была на временной линии та точка, когда наша команда уходила из компании, из помещения клиента. То есть переставали быть там физически на месте. In those years, sort of the implementation of a new software В то время внедрение нового программного продукта demanded 6 months on-site требовало support of the analyst. Требовало поддержки на месте у клиента в течение 6 месяцев, поддержки аналитика. And that's where the green curve was established from the beginning. И вот так вот было создано понимание того, что такое зеленая кривая. Until they left. То есть, so just you mean that the green curve was growing. То есть вот это вот, вот эта зеленая кривая от начала снизу, которая идет вверх, это было от момента внедрения программного, когда находились специалисты из компании, находился аналитик, и заканчивался рост наверх, когда аналитик и команда уходили. This was a major puzzle and demanded investigation. Это была глобальная загадка и требовала исследования. And the understanding that came with that и понимание, которое пришло с этим, there was need for better training to give to the customers. Понимание было, что клиентам необходимо лучшее обучение, лучший тренинг. And then what you see is that we opened a whole training center in the UK. Мы открыли в Великобритании большой учебный центр. And this photo is Eli and me. Эта фотография это Эли и я. At the grand opening of this training center. На открытии, торжественном открытии этого учебного центра. So that brought also into global activities like. И это привело к тому, что среди наших глобальных действий также появились видеотренинги. There is a set of 16 videos of Эли Голдратта talking about the principles. Набор 16 видео, в которых Эли Голдратт говорит о принципах ОПТ. And then additional 6 of Bob Fox about OPT and MRP. Еще 6, в которых Боб Фокс говорит об ОПТ и МРП. And they were done professionally and still around. Эти видео были сделаны профессионально, они существуют. And still relevant. И они до сих пор имеют свое значение. Then there was the development of the TOCPA. Затем была разработка того, что называется TOCPA.
And that is the recognition that there is hardware И это результат понимания, что существовало hardware, железо, that handles the computer itself, yes, компьютер сам, да. the software, Software, and then программное. came a word that Eli Goldratt invented, thoughtware. И затем Голдрат изобрел слово thoughtware, от слова мысль, The thinking processes that are driving the software that is using the hardware. мыслительные процессы, думательные процессы, алгоритмы. Can you call them the algorithms, thinking algorithms? It's more than just the algorithm. Это Okay, but eventually there were thinking processes. If you want to call them algorithms, call them, yes. В конечном итоге это результировало смыслительные процессы, поэтому если их называть алгоритмами, то их можно назвать алгоритмами. Это было больше, чем алгоритмы. То есть это те думательные процессы, которые управляли. You said that drove the software. Yes. The thinking processes that drove the software sounds very interesting. Thinking processes that drove the software, that drove the development of the software, the way the software was operating. Was developed and how it is operated. Да, мыслительные процессы, которые привели к тому, обеспечили, которые управляли тем, как программное обеспечение было создано, на каких принципах оно работало, и какова была их механика. Okay. And one of the things that was also developed then is Также, что было разработано тогда? Some games and simulators Игры и симуляторы. that were called the Opt Challenge. Here's Management Challenge. Yes. Они назывались «Вызов Опт». Yes, or the Opt game. Yes. Или игры Опт. With all of the logical background behind it. С разъяснением всей логики за действиями в этих играх. And this simulator was the first generation. After that came the Goldratt simulator, which you all probably know. Этот симулятор был первым поколением, после него был разработан симулятор, который, скорее всего, все знаете, это симулятор Голдратта. In these years, we also had academic seminar to bring the knowledge to the academia. Эти годы у нас также мы проводили академические семинары для того, чтобы это знание передать обучающим заведениям, то есть это высшее образование. And work with the big consulting firm with the business analysis course. Мы работали you worked with a big consulting firm or firms? Мы работали с большими консультационными компаниями, мы проводили для них курс, который назывался Business Analysis Course. By which we transfer to them the knowledge. И мы передавали им знания. And several of them had for years they have departments about the manufacturing excellence. И у многих из них были на протяжении многих лет отделы, затем которые занимались высоким уровнем, отличным уровнем оперирования производства. Then we moved to the Goldratt Institute. Затем был создан институт Голдратта. And for 10 years, I was a partner of the Goldratt Institute. На протяжении 10 лет я был партнером в институте. When Eli was the managing partner. Эли был управляющим партнером. Okay, and this is a photo from early days. Это фотография с ранних дней. Of the partners' meetings. На совещании партнеров. In 1987, в 1987 there was a publish of an editor column in
important magazine in the States, which was called Success. В значимом журнале в США, который назывался Success, успех, была колонка редактора. И в этой колонке была опубликована. And that was talking about the impact of reading the goals on a company. Воздействие, какое влияние на компанию оказало чтение книги «Цель». That they reported that after seriously reading together the books, компания сообщила, что после того, когда они внимательно прочитали книгу, they got significant improvement to production and to the bottom line. Они получили значительное улучшение в производстве и в прибыли. That sparked the idea of developing the JONA program. Это привело, это создало идею разработать программу ионы, JONA program. In order to transfer the thinking and the tools and the understanding of JONA to the Alexes. Для того, чтобы передать думание, инструменты думания, понимание, знания Алексам. То есть Иона передает Алексам. Which basically said that the institute was more focused on transferring the knowledge. Что говорит о том, что Голдратт Институт был больше сфокусирован на передачу знаний. And for about 3 to 4 years, there was no software involved. И на протяжении 3 или 4 лет программное обеспечение не было подключено. Additional software came later. Дополнительные программные обеспечения были разработаны позже. That's a photo of Eli from 1990. Это фотографии Эли с 90-го. After he wrote the third book, which was What is this thing called TOC? После того, когда он написал 3-ю книгу, которая называется «Что это такое TOC?». In 91, В 91-м there was a major development of the JONA program. была большая разработка программы ионы. Moving from production-based program был переход от программы, которая была основана на управлении производством, and moving it to thinking processes JONA program. И был перевод на формат программы ионы по мыслительным процессам. And this was done in Ashridge management schools in the UK. И это было сделано в Ashridge школе менеджмента в Великобритании. Then, very, very quickly on Так, очень быстро. The rest of the period of working with Eli. Остаток времени, который я работал с Эли. Can you just go through В that? 1997 году Эли прекратил работу в AGI, ушел в отставку. В 1999 он разработал и записал сателлитную программу Голдратта, которая переведена на русский язык также. В 2000 году была разработана концепция 4. Секундочку, я выключаю, делаю mute all, и у кого-то все время включается микрофон. Кто-то включает себе микрофон. Can you clarify very quickly 4x4? Yeah. 4x4 was the idea to go to a company. Концепция 4×4. Идея была в том, чтобы прийти в компанию. For 4 days to cover the 8 sessions of the satellite program. За 4 дня просмотреть все 8, проработать 8 лекций сателлитной программы. And for additional 4 days to develop a specific solution, holistic solution for the company. И в течение дополнительных 4 дней разработать холистическое решение, целостное решение для компании. Если кому-то интересно, у меня
наверное, на TOCPA тоже расположена статья в блоге на TOC Expert «Мифы о 4×4». Saying that I wrote on the blog on TOC Expert myths about 4x4. Зайдите на наш сайт TOC Expert, внизу написано, кому интересно, и найдите в блоге «Мифы о 4×4». In 2001, I left AGI. В 2001 я ушел из AGI. Then Eli asked me to help building the TOC ICO. Эли попросил меня помочь в создании TOC ICO, это международная сертификационная организация TOC. Took me a year and a half. У меня на это ушло полтора года. And I was the first chairman. Я был первый председатель совета директоров. In 2003, в 2003 the Goldratt Group was Голдрат создал Голдрат Group. And I became the head of the schools, the international director. И я был международным директором Goldratt Schools, да, это было одно из подразделений Goldratt Group до 2012 года. Уже после того, как Эли умер. I'm saying that after Эли died. So, in the Goldratt Schools, together with Yelena, в Goldratt Schools вместе с Еленой we developed and conducted the application expert program. Мы разработали и провели программы аппликационных экспертов. 26 программ по всему миру. Каждая программа была от 5 до 7 недель. Подготовлено более 500 аппликационных экспертов по миру. And also we published the books, the series by the faculty of the Goldratt Schools. I'm sorry with this strategic solution. Уже была создана TOC Strategic Solutions, наша компания с Одедом, и мы собрали знания и результаты внедрений и разработки наших коллег из Goldratt Schools, и при жизни Голдратта напечатали 3 книги, 3 сборника. Каждый сборник на английском языке, каждый сборник имеет большое количество глав. Каждая глава поднимает какой-то специфический аспект управления проектами, управления для производства и проведения людей через перемены. Последняя книга, the last book, came just when Goldratt was already just a few weeks before. Последняя зеленая книга вышла тогда, когда Эли уже был болен. И just remember the story, yes, just was showing the nose. And я знаю, что он показывал эту книгу медсестре, которая была с ним. Мы привезли книгу. И он сказал: мои ребята написали еще одну книгу. Ну, такие эмоциональные воспоминания тоже. So that takes us into the 10 years after Eli died. И теперь 10 лет после того, как Эли умер. So together with Yelena and the founding members of the TOCPA, То есть вместе с Еленой, с членами-основателями TOCPA, Ассоциации практиков теории ограничений, and all of our colleagues from the past, и со всеми нашими друзьями из прошлого, COUK, AGI, Goldratt Group, Creative Output Великобритания, Институт Голдратта, Goldratt Group. We developed basically 3 organizations. Мы создали 3 организации. The TOCPA, это Ассоциация практиков теории ограничений, and TOC Strategic Solution and TOC Expert. TOC Strategic Solutions, то есть это стратегические решения TOC. Также наша программа, ведущая программа называется «Стратегические решения TOC» и TOC Expert. The TOCPA is the logical continuations of the Goldratt Schools. TOCPA это логическое продолжение школ Голдратта. Focusing on the practical aspects. TOCPA фокусируется на практических аспектах.
and providing the platforms, И да- especially и дает платформу, особенно to the graduates of the school and those that came afterwards into our companies. для тех, кто учился у нас в Голдрат Schools, в школе Голдрата до 11 года, и затем тех, кто учился у нас, и компании, с которыми мы работали, начиная с 11 года. Это платформа, that's a platform for packaging knowledge. Это платформа, на которой мы упаковываем знания и делаем эти знания, новые разработки, результаты внедрений, конкретные примеры. Мы делаем через эту платформу, мы делаем доступными для всех тех, кто хочет понять, каким образом теория ограничений может помочь компаниям. So in 10 years, За 10 лет we have built an outstanding data bank мы создали очень внушительный банк данных, банк знаний, the bank of knowledge, yes, банк знаний и практик, and yes, and the know-how, practical know-how, и практического know-how. and that keeps on growing. И этот банк продолжает расти. This is sort of the bigger picture of the knowledge and the know-how. Это большая картина знаний и know-how. And in the center there is the core of И в центре этой диаграммы это the deep concept of TOC. это вот корневая, центральная, это ядро. Это ядро, не корневая, это ядро, the core. Это основные концепции теории ограничений. And this is the base on which we share with all of the TOCPA members. Это та база, на основании которых мы передаем знания, практики и механизмы в теории, через TOCPA. In the 10 years, we had 50 conferences. За 10 лет мы провели 50 конференций. 50-я закончилась раньше, чем 48-я. The 50th finished before that 48th. Yeah. And за последние 6 лет только, потому что мы перешли с одной платформы на другую, и данные по той платформе не имело смысла искать. За последние 6 лет на Vimeo у нас было больше 26 тысяч просмотров, более 50 стран. Это было к январю месяцу. И общее время, которое люди просматривали видео и те материалы, которые на Vimeo, видео, 322 дня, 4 часа, ну, почти 5 часов. На канале TOC Expert YouTube у нас больше 33 тысяч просмотров наших материалов. На TOC портале посетителей из более 100 стран. Это количество посещенных страниц. And a very special and dear activity. Это очень специальное направление нашей работы, очень близкое нам, очень дорогое для нас. Is the Think Camp in Vergi, Estonia. Это Think Camp, который мы проводим в Верги, в Эстонии. Это центр по дальнейшей разработке концепций, техник, механик, теории ограничений, как общеприменимых, так и специфических для конкретных компаний. And spending a real quality time together. Он позволяет также проводить очень время вместе очень высокого качества. Это на берегу моря, все очень красиво, все очень замечательно. Not only in Vergi. Yeah. И мы проводим Think Camp. Это получается думательный лагерь. Мы проводим его не только в Верге, в основном в Верге, но мы также делали 2 выездных лагеря. Один мы проводили в Швейцарии для компании, один мы проводили в Намибии с нашими коллегами. So, what is next? Что дальше? We have plenty of things. У нас много в работе. Это не планы, это то, что находится в работе. We have Think Camp on Air broadcasts.
Мы в течение года проводим бродкаст, передачи Think Come on Air, только по приглашению, куда мы приглашаем экспертов и тех, с кем мы работали, с кем мы, кого мы хорошо и плотно знаем. Пока проводим только на английском языке, но мы на русском языке начали немножко другой формат. Это кафе, наше кафе, да, Think Camp кафе. Когда мы встречаемся, это тоже только по приглашению, это группа экспертов, группа практиков. Когда мы встречаемся раз в месяц, в субботу, в онлайн сейчас, это все в онлайн из-за ковида, из-за того, что нет возможности встречаться лично. Just about Think Camp on Air, that is on the invitation, and also about Think Camp Cafe. Yeah. And then there is the continuation of the Think Мы будем Camp. продолжать, конечно, встречи в Верге, в Think Camp. Верге — это название места на побережье Балтийского моря. And not only virtual, but we hope that it will be Не только soon виртуально. open for a physical visits. Очень надеемся, что это будет скоро возможно встречаться физически. The new design bank for new ideas and further developments. Мы начинаем составлять специальный блок на TOCPA, который будет заниматься, то есть это банк новых дизайнов, это банк идей новых, даже не идей, а уже идей, превращенных в специфические разработки для применения в аппликационных областях, как, например, уже не просто барабан-буфер-канат, упрощенный барабан-буфер-канат, а гибрид барабан-буфер-канат, гибридный барабан-буфер-канат, который был разработан нашими учениками и теперь уже нашими коллегами в Японии. TOCPreneur. Новая программа мы начинаем на английском языке, пока не на русском, не знаю даже, будем ли мы делать на русском или нет. Это называется TOCPreneur, это слово entrepreneur, предприниматель, то есть TOC для предпринимателей, для малого бизнеса и предпринимателей. Идея была и настойчивость была Нериуса Ясинавичуса, и это онлайновая программа, мы ее будем запускать, наверное, к концу лета, на английском языке пока. And there are all of the programs. И, естественно, наши учебные программы, как открытые программы, так и корпоративное обучение, так и онлайн, и аудиторно, и поддержка во внедрениях, и подготовка консультантов, ну и так далее, и так далее. And there's no question that the TOC is relevant, is going to continue to be relevant. И однозначно нет никакого сомнения, что теория ограничений продолжает оставаться релевантна и продолжает оставаться релевантной. And it is available for the people that want it and have the vision of taking their systems and their companies. И теория ограничений является доступной и позволяет руководителям компаний and enables the managers, For the managers who want to take the system forward. И она доступна, теория ограничений доступна для тех менеджеров, которые хотят двинуть их систему вперед. So I'll summarize by saying, Я хочу подвести итог, говоря, throughout the over 40 years that более чем за 40 I've лет, been actively involved in TOC, я был активно вовлечен в теорию ограничений. and before that in improving systems. И до того, когда я занимался улучшением систем, TOC is for those who really believe in the ever improve. Теория ограничений для тех, кто действительно верит в то, что можно постоянно улучшать. And you look on all of the stories and you find Если people посмотреть на все истории, вы найдете людей, that they have the passion to improve their companies and their systems. у которых есть умение, желание, по-английски passion, страсть для того, чтобы улучшать их системы. That's the legacy. И вот это и есть наследие. Thanks, Одед. Thank you.
А сейчас я вижу, что было, у нас есть, было 8 комментариев. Ну, это относительно TOC trees. There were some comments about TOC and trees. So now, then. Okay, that's Daniyar, the questions to you. The questions to Oded, feel free to skip any of them. Okay, how to ask a good question? This is when you're doing this is system analysis. No, just when you're doing system analysis, let's think that these are the questions that will take the maximum of the, like retrieve the maximum of the useful information. This is a good question. So the question that will retrieve from the system maximum of the useful information is good. So how to ask these questions that you can retrieve from the Well, I think that Daniyar can speak pretty good English himself, but okay. Yeah, I'll give you the answer basically because we are on the legacy of Eli Goldratt, is that, as you may imagine, I spent many times with Eli Goldratt on a meeting that there was some people approaching, let's say in a conference or whatever, and they will come to him and say, Dr. Goldratt, can I have a minute with you? And say, I have a problem. And always, if someone said I have a problem, he asked the question, what do you want to achieve? That's it. This is the strongest question that there is there in TOC. And Helena is the person. No, but today, well, Daniyar, in his presentation, he was saying that, but this is exactly he said that a person with TP can understand that he's not in his business. As to what is not in his business, he said, look, you proceed from the gap. And the gap is, so now if that gap is smaller than your ambitions, because there is a cap on whatever the market or whatever, and you won't be able to achieve, like working on this gap to achieve your ambition, then it is not the right area. Данияр, ну то, что я сказала, включите, пожалуйста, микрофон. То, что я для всех переведу, что я сказала, что вы сами в вашем выступлении сказали, что когда я спросила, что такое, как понять, что не в своем бизнесе, вы сказали, ну вот разрыв. Да, то есть что ты хочешь достичь? Если ты хочешь достичь этого gap, этого разрыва не хватает, значит, это не та область. Yes, it is. But my question is about how to ask good questions all the time, because I think the good question is a question that retrieve maximum information from other side. I mean, information about Shannon meaning in information. In theory, Claude Shannon, yes, in definition of Claude Shannon about information. Okay. So the maximum useful information. I mean, it's a good question. Maybe I'm not. Maybe I'm wrong with that, but it's my definition. You're not wrong. You're not wrong. Okay. The major issue is Основной вопрос, основной аспект.
you said the word, you want to retrieve the maximum information, not the maximum data. Вы сказали, вы хотите извлечь максимум информации, не максимум данных. Useful information, yeah. Yes. Useful information. Yes. Information The actually. information is already the processed data. Но информация это уже обработанные данные. That is representing chunks of knowledge которые представляют собой кусочки знаний of this reality. Об этой действительности. I think the beginning should be just what is in Haystack syndrome, what is information. Yeah. Okay, so in the book, the Haystack syndrome, В книге «Синдром стога сена» Eli made the difference between Эли четко описал data and разницу между information. данными и информацией. And the information, as you Информация, correctly как вы said, правильно сказали, it's already the answer to a question asked. это ответ на заданный вопрос. So that's why I'm uncomfortable about useful information. The information can be not useful if the question was wrong. Поэтому по умолчанию, получается, по этой интерпретации, неполезная информация такой вообще быть не может, потому что тогда вы задали не тот вопрос. Вы задали вопрос, а информация – это ответ на ваш вопрос. Вот Можно поспорить? Чуть-чуть, можно? No, the issue is not what is good or not bad. I think that вопрос даже не в том, что what we хорошее, что can say нехорошее. is sort of the process suggested by Eli Goldratt and the ways that we have been operating. Процесс, предложенный Эли Голдраттом, и то, как мы работаем. And the issue is that if you have, first of all, the minute that the person starts to talk, and there is a reason why you communicate. Как только человек начинает говорить, а для того, чтобы вы вообще коммуницировали, должна быть причина. Then Eli would take any piece of data. Эли брал любой кусочек данных. And try to build around it a concept. И старался вокруг этого кусочка данных построить концепцию. About searching specifically what is wrong in his reality. Поиска того, что неправильно, что не так в действительности. And then и оттуда the questions that are asked are already in line trying to verify his hypothesis. И затем вопросы, которые задаются, они уже задаются с тем, чтобы подтвердить его гипотезу. A masterpiece of this process шедевр этого процесса is chapter 4 of the goal. Это глава 4 цели. Alex meet Jonah at the airport. Алекс встречается с Ионой в аэропорту. He make one statement. Who he? Alex. Алекс делает одно утверждение. He says, I'm going to a conference. Я еду на конференцию. About robotics. О робототехнике. The answer to the productivity crisis of America. Роботы – это ответ к кризису продуктивности в Америке. And Jonah says, really? А Иона говорит, на самом деле? Tell me about it. Ну, расскажи мне об этом. So you installed the robots? Вы внедрили робот, да. And you got benefits? И вы получили выгоды. Yes, he said 36%. Да, 36% вот. 36% increase in productivity. 36% повышения продуктивности. Okay. And then he start to ask the questions. И затем Иона начинает задавать вопросы. Did you make more money? Вы сделали больше денег? More sales? У вас было больше продаж? Less inventory? У вас меньше товарно-материальных ценностей? Okay. And already through this question, и уже через эти вопросы he found that Alex is in a он понимает, что Алекс different planet. что Алекс вообще говорит как с другой планеты. Okay. So that's in a way. So I cannot say what is the
the best question, but Я не могу сказать, что будет лучшим вопросом, но because Jonah was coming with his already structure. потому что Иона уже был в этом разговоре с structural thinking, со своей структурой думания. So it was like a puzzle. Но это было как мозаика, которая You got собирается. to one piece, you said, this fits into this picture. Вы берете форму, кусочек, смотрите, да, это подходит в эту картинку. And then he goes around И затем and он asks questions until he задает comes вопросы. into the core problem. И он таким образом подходит к корневой проблеме. I think that, Даниэль, спасибо. Thank you so much. Первый вопрос, я не вижу, я не пробежала дальше ваш вопрос. Вы знаете, я думаю, что у нас с вами будет еще возможность встретиться и обсудить эти вопросы. Мы с вами свяжемся. Хорошо? So, now I think that we will have to be closing. Я вижу, что там идет достаточно интенсивная беседа относительно ТРИС и теории ограничений. Были заданы вопросы относительно, мне были заданы вопросы относительно туч с Алексеем Васильев с неправильной терминологией, не с той терминологией, которую мы используем, несмотря на то, что эта терминология может быть где-нибудь в переведенных книгах и даже в официально переведенных книгах. Но я думаю, что если вы до чего-то договорились, те, кто сейчас обсуждали, хорошо. Если вы не договорились, я думаю, что вы знаете адреса друг друга и сможете найти друг друга и дальше обсудить те вопросы, которые вас всех волнуют. Ряд утверждений по туче, однозначно утверждения Алексея Васильева по туче были неправильные. Shall we say goodbye? Yeah. Ну, мы хотим сказать еще раз большое спасибо всем выступающим, большое спасибо всем участникам. Мы были рады вас видеть, и мы надеемся на следующие встречи, на встречи как в онлайне, так и на встречи физические. И хорошего вам дня, хорошего вам лета. Спасибо всем и до следующего раза. Yeah. Thank you very much. And It was a bye-bye. pleasure. Bye-bye.